Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Цыганский пасьянс, Таро прогноз. Неожиданности и сюрпризы июля. Давайте узнаем, что на июнь месяц, как видят, по крайней мере, две колоды карт. Как и цыганский пасьянс, это более событийный ряд, нам показывает значение карт. Ну и раскроем дополнительно на картах Таро ангела, поддержки ангелов, патронажи. Жизнь не бывает полностью предсказуема, поэтому допускать альтернативный какой-то вариант развития событий всегда стоит. Мы не можем полностью понадеяться на обещания, к примеру. У людей меняются тоже какие-то свои задачи, они не поставят ваши взамен своих собственных на первое место. Ну, карта торопится сказать вам что-то. Или обстоятельства, которые мы не можем спрогнозировать, тоже нас заставляют держать руку на пульсе, быть реалистом. Но вы-то как раз и реалисты, мои дорогие девы. Итак, смотрим. И вы смотрите тоже, если я что-то пропустила, пишите, мы обсудим. Что же для вас? Ну вот будьте внимательны, правда. Выпадает змея, и значит какой-то есть завистник, например. Ведь змея это у нас скрыто. То, что кто-то, точнее, себя явно не обнародует, не афиширует. Может быть, завидует. И, как Борис Пастернак сказал в романе «Доктор Живаго», зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Правда, все начинается с зависти. Поэтому, мои дорогие девы, может быть, вам, знаете, как и у вас сложный сейчас период жизни, а кто-то смотрит и думает: эх, что же это вот ему или ей? Все так легко дается. И как это оно легко или сложно, знаете вы одни. Поэтому о себе много не рассказываем и наблюдаем за людьми. Может быть, вам придется маски одевать. Обстановка к этому вынуждает. И я бы тогда сказала точно. Тогда у вас будет полное исполнение желаний. Вы должны просчитать вот какую-то либо змею буквально, либо какую-то нечестность. Или какую-то двойственность. Или выйти, наоборот, из двойственной ситуации, куда вас, может быть, пытаются какими-то уговорами затянуть. Ведь вот эта змея, она у каждого по-своему. И полное исполнение желаний как будто вас ожидает. Но есть повод для радости. И если и одновременно, кстати, для денег, посмотрите, мы можем переворачивать в этом пасьянсе. Это допустимо, даже нужно. А то мне пишут разное. Так вот, полное исполнение желаний, колчан со стрелами и деньги. Может быть, решение какого-то финансового вопроса, который больше и вдохновения, больше уверенности и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне для вас приготовит. Правда, скрытый враг, мои дорогие девы. Вам могут транслировать одно, а думать другое. Вам могут льстить в глаза, может быть, потому что у вас сильная позиция. Если вы занимаете какой-то пост, мои дорогие, будьте очень аккуратны. Да, полное исполнение желаний, решение вопросов финансовых, нам об этом сказали. Но, может быть, как попросить деньги в долг. Вот может быть банальная ситуация. И тогда с учетом змеи и маски это точно нет. А вот маску – это как ваша защитная реакция, если вам ничего не остается, как противодействовать какой-то нечестности, или вы кого-то интуитивно даже чувствуете, что этому человеку доверять нельзя, то тогда мы ему не высказываем недовольства, не пытаемся с ним выяснить отношения, а тогда включается какая-то игра. У вас два значения – змеи, повторяюсь, и маски. Вам придется чью-то чужую игру перевернуть в свою собственную, но у вас это получится, и деньги вы получите тоже. Но легкие деньги опасны, поэтому будьте внимательны. Идем дальше. У кого-то вопросы по части недвижимости, переезда или добрые вести в вашей семье, от ваших детей, от ваших родственников, или просто вот ваша личная какая-то история, как полное исполнение желаний. И это у нас семейный очаг, это буквально наш дом. Не обязательно семья, для тех, кто один или одна, вопросы, связанные с имуществом или дома, у кого-то буквально ремонт, или вы будете что-то
улучшать, комфортным делать свое жилье. Или кто-то задумает переехать, и вам придется продать, купить. Или вы уже как бы к этому стремитесь. И тогда я могу сказать, что все то, что вы себе наметили, как раз есть возможность осуществить реально. Смотрим. И я пока не вижу. А вот нет, смотрите, мои дорогие девы, вам выпадает флаг. Это не что иное, как победа. Поэтому, каковы бы ни были ваши переживания, волнения или что-то вы хотите тут осуществить, да, маски вам одевать придется. Ссоры какой-то нет вообще даже и в помине. Может быть, есть только тревога. Вот это есть, безусловно. Когда, по-другому и не бывает. Раз мы должны быть внимательны, значит, приходится уделять внимание даже мелочам, слушать разный объем информации и делать свои собственные выводы. И это требует где-то напряжения. Но внешне, в принципе, мы говорим неожиданности и сюрпризы. Может быть, вы и просчитаете вот этого скрытого врага, но выпадает значение свеча. Спокойное течение жизни, домашний очаг, полное исполнение желаний и деньги. Но при этом быть абсолютно точно очень прозорливым и внимательным, все анализировать, повторяюсь, информацию перепроверять, не допускать каких-то конфликтов с законом, это тоже важно. Мы ведь никогда не знаем, как вот эта змея проиграется или чего это может касаться. Давайте мы дополним на картах Таро и зададим вопрос такой же неожиданности июня для вас, мои дорогие девы. Пусть нам Таро ангелов даст подсказку тоже неожиданности для девы. А тут куда-то уехать, переехать. Вообще вот в этой колоде карт так вот буквально написано: переверни страницу собственной жизни. Все. Да, это карта надежды, но это не пустые надежды, а когда у нас хватает мужества идти вперед. И конкретно человек на лодке отплыл от предыдущего берега, он уже знает, что он хочет осуществить. Поэтому не позволяйте, мои дорогие девы, нарушать ход ваших планов. Может быть, это не будет осуществимо быстро, любой ваш план, но то, что успех к вам придет, это абсолютно точно. Карта заслуженного успеха как раз и говорит о тех, у кого хватает как и мужества идти вперед, так и которые умеют быть настойчивыми. По этой карте вот есть такие слова, мне они очень нравятся. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Других вариантов как будто нет, но успех к вам приходит, это да, в неожиданностях. Может быть, как первая какая-то ласточка или что-то у вас получается. И тогда вам этот успех придется еще и сохранять, мои дорогие девы, не рассказывая о себе много, а доходчих слушателей или любопытствующих будет очень много вокруг вас. И правда, маску придется одевать, чтобы вам никто не навредил. Точно, вот по этой карте так выглядит королева воздуха или королева мечей. Нам предлагают буквально сверкать, немножко другое значение. По этой карте мы доверяем самим себе, и мы обустраиваем свою жизнь совершенно в другом качестве. Значит, есть какие-то возможности. Для кого-то из вас будет действительно важен либо переезд, либо смена работы, либо смена сферы деятельности, либо приходят еще какие-то новости в неожиданностях, в обстановке, которая вас окружает, и вам тоже нужно свою стратегию, тактику, никому не говоря, настроить на ближайшее время, может быть, где-то до конца 2024 года, а то и дальше. Заручиться поддержкой законов, например, знанием законов. Мы ведь сказали, что лучше где-то никому о себе не рассказывать. И значит, все равно по королеве мечей мы должны прояснять какой-то вопрос. Вы можете пойти учиться, как и новому ремеслу или какому-то новому направлению зарабатывания денег. Такое тоже может быть. Но мы можем еще и учиться в плане законодательства, узнать, как в отношении нас работает тот или иной закон, чтобы тоже быть уверенным. И вот именно эти знания, они для вас, мои дорогие, сила и молчание. Давайте достанем, каковы же неожиданности еще, интересно. Вы находитесь вот буквально на самом начальном этапе своей жизни, какое-то прошлое уже закончилось. И здесь очень важно для вас
реализовать какой-то свой проект. Или жить, мои дорогие девы, как просит ваша душа. Мы говорим качество жизни. Построить именно такое, которое вам нравится, о котором вы мечтаете. И карта так называется в этой колоде карт. Мечтатель, ни шут, ни дурак, вот так. И ангел сопровождает вот в виде ребенка, мечтатель, который бежит за бабочкой. У него нет опыта. И вот у нас на каком-то новом поприще или то, что вы запланировали, нет пока опыта. Поэтому, с одной стороны, нас вдохновение направляет куда-то, с другой стороны, будет важно не оступиться и себя где-то подстраховать. Это инициатива, безусловно, это вера в собственные силы. Но, с другой стороны, есть тот, кто вам помогает. И я так думаю, у вас прекрасные карты вокруг костера или очага. И значит, есть у вас тот любимый человек, на которого вы можете положиться, или надежный партнер. И больше-то и не нужно и одного человека, но искреннего в наше время более чем достаточно. Но по этому аркану, это правда, как вехи вашей жизни меняются возможности. Начало как новой карьеры, например, для кого-то из вас, для кого-то это могут быть новые отношения, хоть нам и не говорят конкретно, но я могу предположить, что вполне вероятно какое-то знакомство с новым человеком, для кого-то знакомство на другом берегу, или куда вы поедете. У кого-то это ведь может банально проиграться отпуск, и там знакомство тоже. Есть какая-то, как вот инициация в июне месяце, и вы не можете пройти мимо, потому что какая-то прежняя история, как вот по шестерке мечей, как по шестерке воздуха точнее, она уже теперь не имеет значения. Нам приходится оставить прошлое в прошлом. Но все добрые карты, давайте тогда мы спросим, каковы же сюрпризы, что для вас со знаком плюс. А вот уходит какой-то, вот со знаком плюс сказала и четверку воды достала. Какая-то либо апатия или глубокое самокопание по поводу того, что уже произошло. И если нам прежде, вот карта нам говорила, да, оставь вот эти 3 пустых кубка, тебе всего-то нужно развернуться буквально и что-то начать другое, начать увидеть новые возможности. И вот вы как раз их видите. Как в сюрпризе не хочется оглядываться назад, не хочется вот так, уставившись в землю, когда ничего не меняется, продолжать какую-то историю, и здесь у каждого по-своему. Основное желание уйти от разрушающих эмоций, от того, что нас или нашу жизнь делает путанной, неинтересной, и где-то рутиной. У кого-то буквально уйти от рутины. Давайте еще узнаем сюрпризы для вас, мои дорогие. Праздник, приятное общение. Может быть, есть праздник сам по себе, может быть, и в вашей семье. Но по этой карте это коммуникация проходит, и дружба проходит. И нам уже тоже сказали, как минимум, поскольку ангел как будто вас оберегает. Но и еще и в цыганском пасьянсе нам все же говорят о тех отношениях, которые заслуживают внимания. Может быть, эта карта еще говорит о том, что вы решите какой-то свой важный вопрос, и это будет как закрытый какой-то путь прежней ситуации, которая не повторится вновь. Буквально отплыть от прежних берегов, где было саморазрушительно, или, может быть, и опасно, или, может быть, там была какая-то ситуация по работе, когда вы не могли для себя выстроить какую-то стратегию на последующие годы, когда для вас не было перспективы, когда, может быть, прежние в личной жизни у вас отношения были закончены, завершены, и вы остались в сольном варианте, то тогда в июне месяце вы можете вполне с кем-то познакомиться. Да, это для вас потребует пересмотра, может быть, отчасти даже имиджа своего, или для кого-то, как я сказала, отправиться в путешествие. Все средства хороши. Мои дорогие, должен быть праздник. Если мы говорим сюрпризы, значит действительно, как полное исполнение желаний, так и праздник в июне будет. Несмотря на то, что есть какие-то змеи, и вам приходится одевать маски. Но есть те, с кем вы можете быть откровенными. Давайте как совет мы с вами достанем. Прекрасная карта, и она повторяет все то, что я сейчас сказала.
Это девятка жезлов или девятка огня, и в этой колоде, да, нам говорят о том, что ангелы нам буквально помогают, или чья-то протекция, или доброе слово, добрый совет. По этой карте у нас уже все готово. По этой карте мы начинаем буквально какие-то новые первые шаги после долгого периода ограничений, мои дорогие. Может быть, что-то прежде вам не удавалось совершить. Обстановка была такова. И вот теперь на этом пути, да, нам придется быть настойчивым с учетом шестерки воздуха. И мы сказали, это карта мужества. Нам придется смотреть под ноги и все-таки надеяться на самого себя. Нам придется работать с информацией или чему-то учиться. Но оно того стоит. Чтобы был праздник, чтобы была победа, чтобы было и комфортное место вашего проживания, как и было счастье в семье, в личной жизни, так и было исполнение желаний. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.